В своем произведении «ГУЛАГ» Солженицын рассказывает о расстреле в Новочеркасске 1962 года. Что общего это имеет с событиями в Одессе 2014 года, я поясню в конце видео. Новочеркасск из роковых городов России, как будто мало было ему рубцов гражданской войны, посунулся еще раз под саблю. Новочеркасск, целый город, целый городской мятеж так начисто слизнули и скрыли. Мгла всеобщего неведения так густа осталась и при Хрущеве, что не только не узнала о Новочеркасске за граница, не разъяснила нам западное радио, но и устная молва была затоптана, не разошлась, и большинство наших сограждан даже по имени не знает такого события. Новочеркасск, 2 июня 1962 года. Так изложим здесь все, что нам удалось собрать. Не преувеличим, сказав, что тут завязался важный узел новейшей русской истории. Обойдя крупную, но с мирным концом забастовку ивановских ткачей. На грани 30-х годов новочеркасская вспышка была за 40 лет после Кронштадта, Тамбова и Западной Сибири. Первым народным выступлением, никем не подготовленным, не возглавленным, не придуманным, криком души, что дальше так жить нельзя. В пятницу, 1 июня, было опубликовано по Союзу одно из выношенных любимых хрущевских постановлений о повышении цен на мясо и масло, а по другому экономическому плану, не связанному с первым. В тот же день на крупном новочеркасском электровозостроительном заводе «НЭВС» также снизили рабочие расценки процентов до 30. С утра рабочие двух цехов кузнечного и металлургического, несмотря на всю послушность, привычку, втянутость, не смогли заставить себя работать. Уж так припекли с обеих сторон. Громкие разговоры и их возбуждение перешли в стихийный митинг. Будничное событие для Запада, необычайное для нас. Ни инженеры, ни главный инженер уговорить рабочих не могли. Пришел директор завода Курочкин. На вопрос рабочих: «На что теперь будем жить?» Этот сытый выкормыш ответил: «Жрали пирожки с мясом, теперь будете с ливером». Едва убежал от растерзания он и его свита. Быть может, ответь он иначе, угомонились бы. К полудню забастовка охватила весь огромный НЭВС. Послали связных на другие заводы, те мялись, но не поддержали. Вблизи завода проходит железнодорожная линия Москва-Ростов. Для того ли, чтобы о событиях скорее узнала Москва, для того ли, чтобы помешать подвозу войск и танков. Женщины во множестве сели на рельсы, задержать поезда. Тут же мужчины стали разбирать рельсы и делать завалы. Размах забастовки не рядовой. По масштабу всей истории русского рабочего движения. На заводском здании появились лозунги: «Долой Хрущева! Хрущева на колбасу!» К заводу он стоит вместе со своим поселком в 3-4 километрах от города, за рекой Тузлов. В тех же часах стали стягиваться войска и милиция. На мост через реку Тузлов вышли и стали танки. С вечера и до утра в городе и по мосту запретили всякое движение. Поселок не утихал. И ночью. За ночью было арестовано и отвезено в здание городской милиции около 30 рабочих, зачинщиков. С утра 2 июня бастовали и другие предприятия города.
но далеко не все. На Невсе общий стихийный митинг решено идти демонстрацией в город и требовать освобождения арестованных рабочих. Шествие, впрочем, поначалу лишь несколько, около 300, ведь страшно. Человек с женщинами и детьми, с портретами Ленина и мирными лозунгами прошло мимо танков по мосту, не встретив запрета, и поднялось в город. Здесь оно быстро обрастало любопытствующими одиночками и мальчишками. Там и сям по городу люди останавливали грузовики и с них ораторствовали. Весь город бурлил. Демонстрация Невза вошла по главной улице, Московской. Часть демонстрантов стала ломиться в запертые двери городского отделения милиции, где предполагали своих арестованных. Оттуда им ответили стрельбой из пистолетов. Дальше улица выводила к памятнику Ленина и 2 суженными обходами сквера горкому партии, бывшему атаманскому дворцу, где кончил Каледин. Все улицы были забиты людьми, а здесь, на площади, наибольшее сгущение. Многие мальчишки взобрались на деревья сквера, чтобы лучше видеть. А горком партии оказался пуст. Городские власти бежали в Ростов. Внутри разбитые стекла, разбросанные по полу бумаги, как при отступлении в гражданскую войну. 1-2 рабочих, пройдя дворец, вышли на его длинный балкон и обратились к толпе с беспорядочными речами. Было около 11 часов утра. Милиции в городе совсем не стало, но все больше войск. Картинно, как от первого легкого испуга, гражданские власти спрятались за армию. Солдаты заняли почтамп, радиостанцию, банк. К этому времени весь Новочеркасск в круговую был уже обложен войсками и прегражден был всякий доступ в город или выход из него. На эту задачу выдвинули и ростовские офицерские училища, часть их оставив для патрулирования по Ростову. По Московской улице тем же путем, как прошла демонстрация, туда же к горкому медленно поползли танки. На них стали влезать мальчишки и затыкать смотровые щели. Танки дали холостые пушечные выстрелы, и вдоль улицы зазвенели витринные и оконные стекла. Мальчишки разбежались. Танки поползли дальше. А студенты? Ведь Новочеркасск – студенческий город. Где же студенты? Студенты политехнического и других институтов и нескольких техникумов были заперты с утра в общежитиях и институтских зданиях. Сообразительные ректоры, но, скажем, и не очень гражданственные студенты, наверное, и рады были такой отговорке. Современных западных бунтующих студентов или наших прежних русских, пожалуй, дверным замком не удержать. Внутри горкома возникла какая-то потасовка. Ораторов постепенно втянули внутрь, а на балкон выходили военные. И все больше. С маленькой площади близ самого дворца цепь автоматчиков начала теснить толпу назад, к решетке сквера. Разные свидетели в один голос говорят, что эти солдаты были кавказцы, свежепривезенные с другого конца военного округа, и ими заменили стоявшая перед тем цепь из местного гарнизона. Но показания разноречат. Получила ли перед тем стоявшая цепь солдат приказ стрелять, и верно ли, что приказ был не выполнен, из-за того, что капитан, принявший его, не скомандовал солдатам, а покончил с собой перед строем. Самоубийство офицера
не вызывает сомнения, но неясны рассказы об обстоятельствах. И никто не знает фамилии этого героя совести. Толпа пятилась, однако никто не ждал ничего дурного. Неизвестно, кто отдал команду, но эти солдаты подняли автоматы и дали залп поверх голов. Может быть, генерал Плиев и не собирался сразу расстреливать толпу. Да, события развивались по себе. Данный поверх голов залп пришелся по деревьям сквера и по мальчишкам, которые стали оттуда падать. Толпа взревела, и тут солдаты по приказу ли, или в кровавом безумии, или в испуге стали густо стрелять уже по толпе, притом разрывными пулями. Примечание. Разрывная пуля. При небольшом входном отверстии снаряд причиняет ужасные внутренние раны, а при попадании в конечности ломит и дробит кости, так что попадание в корпус в подавляющем большинстве случаев заканчивается смертью, а в руку или ногу ее ампутацией. Уже с 1899 года 15 ведущих мировых держав поддержали Первую Гаагскую конвенцию, содержавшую в том числе и запрет производства и использования подобных боеприпасов. Конец примечания. Толпа в панике бежала, теснясь в обходах сквера, но стреляли и в спины бегущих. Стреляли до тех пор, пока опустевала вся большая площадь за сквером, за Ленинским памятником, через бывший Платовский проспект и до Московской улицы. Один очевидец говорит, впечатление было, что все завалено трупами. Но, конечно, там и раненых было много. По разным данным довольно дружно сходится, что убито было около 70-80 человек. Солдаты стали искать и задерживать автомашины, автобусы, грузить туда убитых и раненых и отправлять в военный госпиталь за высокую стену. Еще день-два ходили те автобусы с окровавленными сиденьями. Так же, как и в Кенгире, была применена в этот день кинофотосъемка мятежников на улицах. Стрельба прекратилась, испуг прошел. К площади снова нахлынула толпа, по ней снова стреляли. Это было от полудня до часу дня. Вот что видел внимательный свидетель в 2 часа дня. На площади перед горкомом стоят штук 8 танков разных типов. Перед ними цепь солдат. Площадь почти безлюдна. Стоят лишь кучки, преимущественно молодежь, и что-то выкрикивают солдатам. На площади во вмятинах асфальта лужи крови. Не преувеличиваю. До тех пор я не подозревал, что столько крови вообще может быть. Скамьи в сквере перепачканы кровью. Кровавые пятна на песчаных дорожках сквера, на побеленных стволах деревьев. Вся площадь исполосована танковыми гусеницами. К стене горкома прислонен красный флаг, который несли демонстранты. На древко сверху наброшена серая кепка, забрызганная бурой кровью. А по фасаду горкома кумачевое полотнище, давно висящее там. Народ и партия едины. Люди ближе подходят к солдатам, стыдят и проклинают их. «Как вы могли? В кого вы стреляли? В народ стреляли!» Они оправдываются. «Это не мы. Нас только что привезли и поставили. Мы ничего не знали». Вот расторопность наших убийц. А говорят, неповоротливые бюрократы. Тех солдат уже успели убрать, а поставить недоумевающих русских. Знает дело генерал Плиев.
Постепенно, часам к 5-6, площадь снова наполняется народом. Храбрые новочеркассцы. По городскому радио все время: «Граждане, не поддавайтесь на провокацию, расходитесь по домам». Тут автоматчики стоят, и кровь не смыта, а они снова напирают. Выкрики. Больше и снова стихийный митинг. Уже известно, что в город прилетело, да, наверное, еще к первому расстрелу, 6 высших членов ЦК. В том числе, конечно, Микоян, специалист по будапештским ситуациям, Фрол Козлов, Суслов, остальных называют неточно. Они остановились, как в крепости, в здании КУКС, курсы усовершенствования кавалерийского командного состава, бывший кадетский корпус. И делегация молодых рабочих Невса послана к ним рассказать о происшедшем. В толпе гудят: «Пусть Микоян приедет сюда, пусть сам посмотрит на эту кровь». Нет, Микоян не приедет, но вертолет-дозорщик низко облетает площадь. Часов около 6. Рассматривает. Улетел. Скоро из КУКСа возвращается делегация рабочих. Это согласовано. Солдатская цепь пропускает делегатов. И в сопровождении офицеров их выводят на балкон горкома. Тишина. Делегаты передают толпе, что были у членов ЦК. Рассказывали им про эту кровавую субботу. И Козлов плакал, когда услышал, как от первого залпа посыпались дети с деревьев. Кто знает Фрола Козлова, главу ленинградских партийных воров и жесточайшего сталиниста, он плакал? Члены ЦК пообещали, что расследуют эти события и сурово накажут виновных. Но также и в особлагах нам обещали, а сейчас необходимо всем разойтись по домам, чтобы не устраивать в городе беспорядков. Но митинг не разошелся, к вечеру он густел еще более. Отчаянные новочеркассцы. Есть слух, что бригада политбюро в этот вечер приняла решение выселить все население города поголовно. Верю, ничего б тут не было дивного после высылок народов. Не тот же ли Микоян и тогда был около Сталина? Около 9 вечера попробовали разогнать народ танками от дворца. Но едва танкисты завели моторы, люди облепили их, закрыли люки, смотровые щели. Танки заглохли. Автоматчики стояли, не пытаясь помочь танкистам. Еще через час появились танки и бронетранспортеры с другой стороны площади. А на их броне сверху прикрытые автоматчиков. Ведь у нас такой фронтовой опыт. Мы уже победили фашистов. Идя на большой скорости под свист молодежи с тротуаров, студенты к вечеру освободились. Они очистили проезжую часть Московской улицы и бывшего Платовского проспекта. Лишь около полуночи автоматчики стали стрелять трассирующими воздух. И толпа стала расходиться. Сила народного волнения. Как быстро ты меняешь государственную обстановку. Накануне комендантский час, и так страшно. А вот здесь город гуляет и свистит. И неужели под корою полустолетия так близко это лежит? Совсем другой город, совсем другой народ, совсем другой воздух. 3 июня городское радио передало речи Микояна и Козлова. Козлов не плакал, не обещал уже искать виновников среди властей. Говорилось, что события спровоцированы врагами, и враги будут сурово наказаны. Ведь с площади люди уже разошлись.
Еще сказал Микоян, что разрывные пули не приняты на вооружение советской армии, следовательно, их применяли враги. Но кто же эти враги? На каком парашюте они спустились? Куда они делись? Хоть бы увидеть одного. А как мы привыкли к одурачиванию. Враги. И как будто что-то понятно. Как бесы для средневековья. Тотчас же обогатились магазины сливочным маслом, колбасой и многим другим, чего давно здесь не было, а только в столицах бывало. Все раненые пропали без вести, никто не вернулся. Напротив, семьи раненых и убитых. Они же искали своих, были высланы в Сибирь. Также и многие причастные, замеченные и сфотографированные. Прошла серия закрытых судов над участниками демонстрации. Примечание. Это и были враги. Было и 2 суда открытых, входные билеты, парторгам предприятий и аппарату горкома. На одном осудили 9 мужчин к расстрелу и 2 женщин к 15 годам. Состав горкома остался прежним. В следующую субботу после Кровавой радио объявило: рабочие электровозостроительного дали обязательство досрочно выполнить 7-летний план. А теперь мое примечание, почему это было выгодно правительству и зачем это было сделано. Простой способ. Народ не имеет права восстать, поскольку если встанет один город, встанут и другие, и его должны были убрать самым серьезным образом. Это было скрыто и расследовалось лишь после развала Союза в 90-х годах. Что общего со случившимся в Одессе 2014 года? Это только одна версия, но параллели необычайно прямые. Это не могло перекинуться на другие города. Власть только что пришла через Майдан, Крым, Донбасс, а здесь Одесса. У них не было возможности провернуть это мирным путем. Это сделали те, кто был у власти, то есть тот, кто к ней пришел, чтобы это не перешло на все другие города. И поэтому они больше не вставали. Ни один город больше не встал. Это мы видели все прошедшие года с 2014 года. Эту теорию хорошо подтверждает видео с интервью очевидца, выжившей Татьяны Георгиевой. Ссылку на видео вы найдете в описаниях внизу.